Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро, что он хочет от вас, что он ждет от вас, его мысли о вас, мысли, чувства, планы, действия. Опять или снова гадание на картах Таро на отношения, на любовь, на мысли, чувства, планы, действия загаданного к вам человека, загаданного вами, точнее, человека к вам. Ну, по традиции начнем с того, что посмотрим с вами ситуацию, что происходит, да. А вот эти вопросы, чего он хочет, чего он ждет, мы уже будем как бы вылавливать их, как всегда, из потока. Настраивайтесь на себя, на своего партнера, на своего мужчину, на свою ситуацию, и мы начнем. Давайте посмотрим, что происходит. Вы ищете выход. Ищете выход. Ищете выход. Знаете, как будто бы ищете выход из одиночества, да, вот такое вот. Но как будто бы у меня такое ощущение, что вы в этих отношениях чувствуете себя одиноким. И как будто бы партнер с вами, но и не с вами одновременно, да, вот так вот, да, как будто бы он вроде бы есть, но вы одиноки, как бы, давайте так скажем, вы ищете выход, как будто бы вам что-то нужно решить с этим человеком, и вы даже, вот, может быть, одиночество, это больше вот вы один на один со своей проблемой. Видите, внизу даже жрица прячется, есть какая-то как будто бы тайна, недосказанность, что-то такое. Давайте дальше смотреть. Или тут еще может быть такая ситуация, что вы в одиночку пытаетесь найти выход из ситуации, а ваш партнер особо или не замечает ничего, или не хочет ничего предпринимать. То есть как бы вы что-то делаете, а партнер как бы пока что не очень торопится, да? Да, здесь в этих отношениях нужно менять вообще эти отношения как бы к лучшему, желательно менять. Но вы как бы сами в этой ситуации справиться не можете, да. И отношения меняются. Давайте посмотрим, что тут меняется, как меняется. Да, меняются они по мечам постоянно. И идет как будто бы, знаете, разлука, разрыв и вот такое. Все-таки тройка мечей, оно больше о разрыве каком-то. То есть, если оно и меняется, то оно меняется. Хотелось бы, чтобы в лучшую сторону поменялось, а меняется только в худшую сторону. Или через боль, сердечную боль, вот такое, да. Давайте дальше смотреть. Интересный такой, да, пока посыл в отношениях, да. Мужчина как бы может здесь быть вам как хороший любовник, и вы в отношениях на дистанции, да, то есть, но это карта как бы стремление в отношениях. Мужчина как бы стремится в одном направлении, женщина может быть немножко в другом направлении. Здесь вот больше такое, что вроде бы вы как любовники и как на расстоянии. Есть некое увести что-то, увести ситуацию или перевести. Знаете, у меня сейчас такое ощущение, что кто-то из партнеров в отношениях переводит внимание на что-то свое, да, то есть подменяет некие понятия. Пока так. Здесь вообще может быть такое, что вы как будто бы можете уличать своего партнера в неверности, или у одного из партнеров есть желание примириться, а у другого из партнеров желание принести наоборот какое-то болезненное как насилие, да, в кавычках, чинить какое-то насилие, условно говоря, да, над своим партнером. То есть здесь это как бы дьявол, да, карта, такая она тут больше о насилии, да, вот. Или о дьяволе, то есть, здесь стрелец, аспект дьявола, давайте так скажем, цели одного из партнеров явно не сопоставимы с целями другого партнера, и один другого таким образом может как бы,
чинить или причинять насилие, боль и страдания другому, да. Ну, как минимум, по дьяволу, давайте так скажем, здесь болезненная связь и болезненная привязка один к другому. Ну, окей. Пока что так, пока очень много мечей. Мечей и дьявол. И несмотря на старания улучшить ситуацию, ситуация наоборот ухудшается. Женщина очень сильно здесь переживает и не может отпустить мужчину. Она как будто бы, знаете, как бы привязалась к этому мужчине. Как будто бы привязалась, и он у нее как будто бы в сердце живет, этот мужчина, да, вот так. Как будто бы в сердце живет. И в сердце, и в голове, да, и при том еще и причиняет какое-то страдание и боль. Да, женщина реально, здесь смотрите, прямо вот нежность, симпатия, да. Ну, это вообще карта умеренности, это такой оракул и тейлы, по сути, ну. Здесь он толкуется как бы как родственные души, да. Эта карта больше, но женщина не может из своего сердца отпустить этого мужчину. Ну или если вы смотрите как мужчина, может быть вы не можете эту женщину отпустить. Тогда она вас как бы над вами причиняет вам боль, страдания, ну такое условно говоря насилие, из-за которого вы страдаете. Ну скажу так, пока что из 4 карт чувствую, что один по-другому сохнет, ну, чахнет, да, дохнет в кавычках, а другой как бы, ну, а другому как бы как с гуся вода и по барабану, и он как бы таким образом причиняет боль, страдания другому человеку. Тут как будто бы какая-то безответная любовь, или один очень сильно стремится сохранить эти отношения, там, примириться, а второму как бы не обращает внимания, да, вот такой. Ну, кстати, это частый сценарий отношений. Я вот сколько раскладов пересмотрел, такое очень часто бывает. Ну, поставьте на паузу, напишите, у вас так или нет. Ну, хорошо, что еще тут происходит? Да, все-таки, смотрите, здесь может быть, кстати, соперница, любовники могут быть, это любовный треугольник, может быть, эта ситуация может говорить об любовном треугольнике. Видите, 2 женщины спина к спине. Но здесь больше о том, что женщина чувствует себя в этих отношениях одинокой. То, что я сразу сказал, вот, одиночество, и вот оно, ну, как будто бы, знаете, есть какой-то союз, но я здесь в этом союзе одна. То есть я не чувствую, да, вот тут как будто бы женщина спина к спине сама к себе. Ну или мужчина постоянно на дистанции. И из-за этого женщина страдает. Или как бы она стремится быть ближе к этому мужчине, но при этом мужчина ближе не становится. Или женщина ближе не становится, да. То есть мужчина держит, например, дистанцию. Или мужчина стремится быть ближе, и женщина держит дистанцию. Ну, понимаете, да? Ну и все-таки такое, что мужчина, например, живет на 2 семьи, или женщина-партнерша на 2 семьи, между 2 семьями живут. Ну, как бы такое тоже может быть. Почему? Потому что вот эта карта, она тут главная, она пограничная между мирами. И, допустим, если женщина живет то с одним мужчиной, то с другим, да, и не может уйти от мужа, например, да, но она возвращается к любовнику. Или наоборот, любовник то с одной женой, то с другой, условно говоря. Такая тоже ситуация может быть. Почему? Потому что дьявол в центре. И, кстати, центральная карта тут всем как бы заправляет вот такое, как бы дьявол, насилие или принуждение какое-то, или вынужденная обстановка. Окей. Ну да, вот оно. Смотрите, здесь как бы болезнь, да, вот так, лекарь этот перевернутый. Болезнь. То есть эта женщина страдает, по сути, да. Страдает. То есть, ну, она одинока, и, ну, как бы вы не вместе, да, или ситуация, что вы не рядом, из-за этого вот это все происходит. Хорошо, давайте теперь спрашивать, вот, что он от вас хочет, да, чего ждет и так далее. Вот зайдем в эту плоскость. Тут мы посмотрели с вами некую ситуацию, да. Давайте посмотрим. Есть ли выход из этой ситуации, что скажут карты Таро? Пока что я вот... Ну, из потока, если брать, да, вот все-таки мир это выход. Ну, или есть ли позитивное решение в этой ситуации? Есть ли оно? Ну, да, оно есть. По 6 пентаклей я не могу сказать, что его нет. Конечно, оно есть.
Но опять видите, тут, ну, у меня вот сейчас вот складывается картина все-таки больше это как бы, ну, треугольник, условно говоря, если не квадрат. Квадрат тут, кстати, тоже может быть. Здесь первая карта, кстати, четверка, да, четверка мечей, поэтому это может быть квадратом. То есть ситуация может быть нездоровая. Поэтому может ли здесь быть позитивный выход? Да, может быть. Здесь мужчина как бы на две стороны, видите, и вашим, и нашим, и туда, и сюда, и вправо, и влево, и желтым, и синим, да? И желтым, и голубым, вот так вот. Здесь голубой цвет все-таки больше, если я правильно понимаю. Ну, смотрите, выпадает карта любви, да? Именно вот любовь выпадает. Любовь здесь, скорее всего, есть. Да, она как бы болезненная. Да, мужчина причиняет такую боль, как бы страдания вот по этой карте. Но видите, прямо любовь выпадает. Вот написано любовь. Паш перевернутый. Еще раз, это Этейла. Но это как бы не Паш, это вот мальчик с чашей, да. Если так, прилежание, да, то есть он как бы прилежный, да, то так вот прям любовь, да. То есть если выход, ну, выход если вы любите друг друга, как минимум, вот карты пока так говорят. Да, это какая-то перевернутая, может быть, любовь пока что, и она как бы или односторонняя, да, или безответная, что ли, что-то такое почему-то идет. Но ответ да. Причем шестерка пентаклей с любовью, а любовь здесь она такая больше водная карта. Но я бы сказал, что почему-то у меня такой идет поток, что мужчина, да, здесь как бы вызревает из пажа в какого-то госпожа, да, в господина. Из пажа да в госпожа. Ну, пусть будет так пока что. То есть, да, возможно, но нужно вызревание ситуации или разделение потоков. Ну, посмотрим. Посмотрим. Хорошо. Хорошо, как можно улучшить эту ситуацию в лучшую сторону? То есть, да, или за счет чего можно улучшить ситуацию в лучшую сторону? За счет чего? Вот так спросим. За счет чего можно улучшить? Пажи пошли. Сейчас я возьму дополнительную карту. У меня пока что из потока идет, что нужно отсекать это все. То есть вам нужно разорвать отношения. У меня такой приход. Почему? Потому что здесь очень сильное напряжение и очень много мечей, а здесь разделение потока, и здесь перевернутый паж. То есть вам лучше делать паузу. То есть как улучшить эти отношения? Взять паузу. Слышите, да? Пока что так. Ну, давайте посмотрим, к чему этот паж. Все-таки, да, это, ну, принятие решения, причем, ну, какое-то рискованное решение здесь больше. Ну, здесь препятствие. Просто препятствие. Ну, я все-таки пока сохраню свою версию, да, вот из потока мне идет лучше остановить это и прекратить пока вообще, как, ну, давайте так скажем, как можно улучшить эту ситуацию, лучше помолчать. А если помолчать, да, ну, как минимум это, ну, вот я как раз вот делал недавно расклад, оба молчим, что дальше. Вот, как раз такая ситуация, что лучше вот, ну, взять паузу в отношениях или прекратить общаться. Пока что. Пока что так. Да, хорошо. Давайте теперь спросим. По-настоящему ли? Вот смотрите, мы сейчас переходим. Чего он хочет от вас? И здесь вот есть цель как насилие. То есть он действительно хочет вам причинять боль или нет? Хочет ли ваш партнер причинять вам боль? Ну, неважно, мужчина это, женщина. Так. Ну, вряд ли. Вряд ли. Почему? Потому что по рыцарю кубков у нас это всегда любовь. И здесь любовь какая-то, что ли, она перевернутая. Ну, знаете, как какое-то некое извращение. Ну, хорошо, тогда тут у вас месье знает толк в извращениях, да? Хорошо, давайте спросим. Вроде бы как
чего он хочет от вас? Хочет ли он причинять боль? Нет. Ну давайте посмотрим. Он вроде бы как вам так транслирует чувства. Давайте спросим, что это за чувства такие он вам транслирует. Что они за такие чувства эти? Да что же это такое? У него какое-то, знаете, что ли, садо. Смотрите, выпадает перевернутая сила, по сути, да? И если так, это решимость и отвага, да, благородство, да, мужское какое-то. Ну, это аркан силы у Итейлы, да. То так, это карта импульсивность и агрессивность. То есть, ну, давайте так скажем. Если не прекратить сейчас эти отношения, то без належного, да, без должного наблюдения в этих отношениях может произойти какой-то очень серьезный эксцесс, да, то есть эти отношения могут усугубиться и причинить вам еще большую боль и страдания. Поэтому что это за любовь? Это какая-то неконтролируемая любовь, где импульсивность. Это может быть страсть, а агрессивность то ли одержимость бесами, то ли неуравновешенный характер, потому что рыцарь жезлов это холерик, как минимум. Рыцарь кубков это или сангвиник, или меланхолик, да, то есть противоположность. То есть этот человек, ваш партнер, он как минимум нестабилен здесь. Но здесь, к сожалению, вот так. Да, это может быть на здесь и сейчас так. Может быть в этих каких-то обстоятельствах, в которых вы находитесь. Но это общий расклад все-таки, да. И карта вам показывает просто вот, общую среднюю температуру по палате, как говорится, да. Хорошо, давайте спросим. А вот эти ваши чувства к нему, да, особенно у женщины, что это такое тогда? Ну, да, возможно, вы это называете любовью, а что это еще, кроме как любовь? Или кроме как не любовь? Потому что, смотрите, здесь рыцарь кубков, а здесь королева кубков. И нежность и симпатия вас соединяют, да, эти карты. Ну, давайте глянем. Ну, со стороны женщины, смотрите, и, кстати, выпадает здесь сила, а здесь прямая сила. Со стороны женщины это какая-то женская сексуальность, какая-то женская энергия, которая пытается контролировать мужчину. А мужчина здесь контролироваться аж никак не хочет. Вообще, от слова совсем. Ну, это тот случай, когда мужчина может, например, как вариант, там, раз в неделю не появляться домой, например. Пропадать, там где-то гулять, не ночевать дома, ну вот такое. Или просто пропадать без объяснений, ну не обязательно домой, да, если вы там как бы не в отношениях, да, а просто вот он пропал и ничего не объясняет. Или молчит, ничего не объясняет. А если вы пытаетесь как бы его вывести на диалог, он начинает там жестко очень с вами и агрессивно, да. Ну и таким образом он ранит ваше сердце. Ну такое тут может быть. Поэтому с вашей стороны, да, это похоже на любовь, на нежность, на чувство, но это контроль. То есть вы его как бы, ну, может быть, это такой человек, который вообще не терпит никакого контроля над собой. Может быть. Ну, давайте дальше смотреть. Здесь болезнь и одиночество, да? Давайте спросим. Болезнь и одиночество. Давайте спросим. А мы ничего спрашивать не будем. У меня почему-то вообще вопрос никакой не приходит с потока. Просто положим сюда карту, как инсайт какой-то. Ну и как инсайт, видите, ничего не спрашивалось. Тут я вам скажу, вы привязаны к этому человеку, к этому мужчине или к женщине. Тут два дьявола. И это, знаете, как зависимость, зависимость и темная сила какая-то вами владеет. Ну, давайте спросим, что это за сила такая. Что за сила да такая? Дьявол, да и все. Ну, здесь аркан, ну, вот этот 13-й, который 17-й, он же смерть, да, это страсть. Пристрастие, это роковой мужчина, роковая женщина, условно говоря. Ну, роковой это не очень хорошее понятие вообще, как в психологическом аспекте, так и в
судьбоносном. То есть эти отношения здоровыми не назовешь. Вот исходя из того, что я здесь вижу, здесь как минимум 2 дьявола. Здесь как минимум есть смерть, ну аркан смерть, ну это как страсть, да, такая прям неизбежность какая. И есть 2 страсти, одна перевернутая со стороны мужчины, другая прямая со стороны женщины. То есть давайте так скажу, мужчина может быть больше неадекватный, чем женщина, но женщина тоже не может быть постоянно адекватной, потому что то, что происходит в этих отношениях, адекватным не назовешь. Ну, вот такое пока что идет. Давайте теперь спросим, чего он действительно хочет от вас? Пришло время спросить, чего он действительно хочет от вас? Ну, может, он уже привязал вас к себе, да, и теперь ему все равно. Чего он действительно хочет от вас? Боли. Мечи. Смотрите, в зону мечей попадаем. Мечи, боли. Не знаю, почему так. Может быть, он так самоутверждается, может быть, ему нравится, может быть, он врач, хирург, да, или что-то там связанное с тем, чтобы резать, колоть и причинять боль. Но разбитое сердце. То есть, чего он хочет? Он хочет разбивать вам сердце. Зачем? Давайте спросим, а зачем? А какая тут цель? Ну, дьявол, фиг его знает, может он темный. Да что ж такое? Тут безразличие выпадает. Видите? Одиночество, разлука и безразличие. Да потому что ему все равно. Если он не психопат, тогда он какой-то неадекватный все равно человек. Ну, психопаты, понятно, они не имеют чувства сострадания. Но тут дьявол. Дьявол это что-то темное. Ну, давайте, если человек не психопат, тогда он темный. Ну, вот так. Интересно пока что. Вы поставьте на паузу пока что, да, и напишите, вот, насколько резонирует и насколько вот эта вот ситуация похожа на вашу. И откуда у вас ситуации 2 дьявола, перевернутая сила и прямая сила. Еще и это костлявая с косой бегает. Но она тут как фон, она как будто бы пристрастие. Вы вроде бы как и понимаете, что этот человек причиняет вам боль. Или вы ему причиняете боль. А он держится за вас. Или вам причиняют боль, а вы за него держитесь. Понимаете? Ну или так, или так. Тут уже смотрите, в какой позиции вы, да, сверху или снизу. Хорошо. Давайте, а теперь спросим. Вот то, что он хочет, он, ну понятно, что он причиняет боль, и ему все равно, как вы реагируете, да? Ему все равно на эту боль. А чего он от вас ждет? Какой реакции, да? То есть ему все равно вроде бы. Ну хорошо, чего он от вас ждет? Чего он от вас ждет, да? Чего он от вас ждет? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, он ждет, что вы никуда не денетесь, и что вы будете за него держаться. Ну ок. А во-вторых, он еще может ждать от вас денег, если вы его финансируете. Вот здесь эта 6 пентаклей, она как бы вроде бы как намекает, что он должен быть, ну, в кавычках должен, ну, хотелось бы, чтобы он был такой, как бы, давайте скажем, ресурсный, да. Он должен быть в ресурсе, он должен быть богат, при деньгах, содержать и так далее. Но тут может быть такое, что он как бы должен, но получается, что вроде бы вы как при ресурсе, да. То есть, чего он еще ждет, да, то есть он ждет, что ничего не изменится. То есть ему выгодна эта ситуация. 2 дьявола. Но мы как-то почему-то у нас уползла эта соперница, видите, мы ее и не упоминаем. Но если захотите, мы сделаем еще расклад на соперницу. Вы мне напишите в комментариях, если вы хотите, вот там, я, он и соперница сделать расклад. И какие вопросы бы вы хотели посмотреть, то я вам сделаю такой расклад. Хорошо, что он еще от вас ждет? Да, он реально ждет, смотрите, он сидит. Ему это выгодная ситуация. А он не хочет вас отпускать. Смотрите, здесь, во-первых, скрытая ложь внизу. Вот. Вот так ложь. А вот так просто, ну, как бы препятствие. То есть
ну, то есть, как бы он ухищрениями оставляет все как есть и ничего не меняет, преследуя какие-то свои, ну, свои цели. То есть ему так выгодно, и чего он от вас ждет, чтобы вы никуда не девались и, ну, как бы находились в этом болезненном состоянии. Ну, такое, знаете, это если фильмы ужасов всякие там, не буду. Ладно, сами посмотрите, не буду. То есть, ну, по сути, как бы вы в заложниках, и то есть даже тут, если может быть какой-то стокгольмский синдром, да, где жертва жалеет своего, ну, насильника, условно говоря. Но оно так и есть здесь. Чего так, не знаю. Но в этом раскладе так. Если у кому-то вообще никак не взлетает, ну, может, не ваш расклад. Может, еще что-то услышите. Сейчас мы пойдем по мыслям и чувствам. Поэтому, смотрите, ему выгодно каким-то образом причинять вам боль, при этом, чтобы ничего не менялось. Тоже напишите мне, как такое может быть. И бывает ли такое в реальности? Вот, потому что мне иногда закидывают, что я рассказываю такие ситуации, которых не может быть. А вот вы, если у вас есть, напишите. Может такое быть? Или может вы кого-то знаете? Да? Ну окей, ладно, немножко отвлеклись. Я извиняюсь. Чуть только отдохнули, да? Перевели внимание. Хорошо, давайте теперь посмотрим с вами. Я хочу спросить, что он думает о вас сейчас? Его мысли о вас. Что он думает о вас сейчас? Не знаю, здесь какая-то действительно нездоровая ситуация. Он думает о вас, что вы счастливая пара. При этом причиняя вот этот какой-то парадокс идет, да, ну, иногда такое бывает, да. Тем не менее, почему так, давайте спросим, а почему это он так думает, что вы счастливы вместе? Знаете, здесь не в прямой карте, а в скрытом. Здесь трудности, да, то есть ситуация нелегкая на самом деле. Он как бы не думает о том, что вы преодолеете любые трудности, хотя он как бы ему все равно, да, может, преодолеете, не преодолеете. А здесь вот скрытое известие. То есть он вас дезинформирует, и он думает, что вы счастливы и ничего не понимаете. То есть он может думать, что, ну, вы как бы в таком когнитивном состоянии находитесь, что вы не понимаете, что с вами происходит. Ну, то есть, что вы не контролируете себя, неосознанная, как бы, неосознанная субстанция, да, то есть, или неосознанное состояние. Но у вас-то осознанность тут есть. Вот она в силе. Вы чувствуете, что оно вам приходится через силу все это, да, быть счастливой через силу, быть не одинокой через одиночество, или быть одинокой в неодиночестве, да, или быть в паре и одинокой, условно говоря, да, то есть он думает, что вы не замечаете того, что происходит, и что вы счастливы. То есть он думает, что вы в розовых очках, и что та иллюзия, которая для него есть реальность и есть норма, она подходит вам. И вот теперь можете ставить на паузу и написать: стоп, мне это не подходит, у меня так, но мне это не подходит. Стоп, я прозреваю. Ну, если вдруг у вас так. Вот. Ну, если упростить, то ну, вообще вот просто взять вот его мысли о вас и убрать все, что мы здесь уже наговорили, потому что здесь ситуация действительно где-то граничит с какой-то психиатрией даже иногда, да, с двух сторон причем. Здесь тогда, если взять отвлеченно эту карту, он думает, что вы счастливы, вы, и он тоже при этом. Ну, он же там какое-то даже удовольствие получает. И вы пройдете любые трудности, огонь, воду, но медные трубы, да, в паре. 2 Меркурия.
Хотя это не Меркурий, по-моему. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Да, от Меркурия, скорее всего. Давайте теперь посмотрим. Следующий вопрос. А его чувства к вам? Его чувства к вам. Его чувства к вам. Видите, он все равно отворачивается от вас спиной, к вам поворачивается спиной. Он чувствует, что вы зависимы от него. Это все-таки огонь, вот он огонь. И в центре, видите, куда он повернет, туда и вы вслед за ним. Он чувствует, что вы никуда не денетесь. Два дьявола не просто так. У вас как будто бы он держит вас двумя главными факторами. Вот напишите, какими. Тут две цепи, тут две цепи и тут две цепи. Да? Двумя главными факторами. А может быть 4. Потому что тут две цепи и тут это уже 4 цепи. Ну, здесь 3 жезла, ну может быть 3 главными факторами. Хорошо, что еще чувствует? Он чувствует, что вы от него не отстанете, не отвяжетесь, поэтому никуда и не денетесь. Что еще чувствует? Ну давайте почему? Почему так? Давайте спросим, а почему он так чувствует? Эх, злой человек в нем скрывается, видите, внизу злой человек. А здесь судья, да, как бы. Ну, такой характер. У него агрессивный характер. Это достаточно жесткий человек. Человек властный, человек манипулятивный. Ну, даже не сколько манипулятивный, хотя дьявол это манипуляции. В плохом смысле этого слова. Потому что он жестокий человек. Все, я вот делаю такой вердикт. У меня почему-то это идет. Ну пусть будет судья, потому что он решил, что он имеет право судить. Но помните, нет ни одного человека, который имеет право вас судить. Даже если, не дай бог, вас будет вдруг, не дай бог, будет судить судья, он тоже не имеет права этого делать. Если что. Ну окей. Ну... Когда-то, может быть, вы поймете, почему так, а кто понимает, почему так, можете написать. Почему вас никто не имеет права судить? Ну, наверное, потому что не суди и не судим больше. Да? Хорошо, давайте посмотрим. Я хочу сейчас спросить. Чувства мы поняли, а теперь мы посмотрим его планы на вас, учитывая дьяволов. Но к дьяволам мы вернемся еще. Его планы на вас. Знаете, вот у меня такое ощущение, что он планирует вас на каком-то крючке материальном таки держать. Может быть на финансовом, может быть на каком-то эмоциональном, может быть на энергетическом, магическом, сексуальном, может быть даже угрожать вам. Да? Тут могут быть такие как угрозы, видите. Он и она сидят, да, как бы, и он такой, ну что, хочешь куда-то идти, да? А ну-ка попробуй-ка, догоню. Видите? Ну да, ну ладно, вот тебе золотой медальон, например, да, или золотая монетка, держи, никуда не беги, да, ну вот так. Поэтому его планы на вас заставить вас поверить в реальность этого пентакля. Это материальная карта. Помните о том, что, ну, как бы материальный мир иллюзорен, и архитектором материального мира является дьявол. Поэтому вам этот человек, по сути, предлагает некую иллюзию, в которую вы верите и которую вы материализуете. Ну, вам, возможно, это выгодно. И выгодно ему. Смотрите, он получает и вы получаете. Вы даже вроде бы на вид получаете вроде бы как больше, чем он. Но и выгодно обоим. То есть вы, по сути, как бы находитесь в некой сделке с дьяволом, извините, и она обоюдовыгодная. Хорошо, что еще тут в планы входит? Давайте прираскроем подноготную этих планов. Прираскроем подноготную планов. Но видите, он таким образом приходит к консенсусу в разногласиях как таковых, да, и как бы он этим компенсирует некие большие расходы. То есть ему так выгодней, но выгодней подсознательно и вам, потому что вы в это верите. Я извиняюсь. Ну окей, хорошо. А теперь спросим,
Что означают эти два дьявола? Первый дьявол и второй дьявол. Ну, первый как бы он о насилии, но все равно посмотрим. Первый дьявол. Первый дьявол достигает цели. И цели достигает здесь мужчина. Какой цели достигает мужчина? Чего он достигает? Ну, чего он опять хочет, да? Как бы приоткрываем эту завесу. Чего он хочет? Какой цели он достигает? Какой цели он достигает? Ну, смотрите, здесь как бы паж пентаклей, ну, опять-таки, это не сколько паж, это сколько студент какой-то, да, или человек учится. Но он учится как минимум укреплять свой материальный уровень, материальный достаток. И при вот этом насилии он учится достигать своей цели. Все. То есть он где-то самоутверждается. Ну, может быть, за счет слабых, может быть, за счет более бедных. Такое тоже, кстати, бывает. Или за счет более богатых. Но здесь он паж монет все равно, как ни крути. Окей. Что вот это за дьявол такой? Что за дьявол такой? Второй дьявол, да? Ну, можно сказать, это даже чего он хочет от вас. Эти дьяволы — это то, чего желают темные силы, да? Или его темная сторона. Ну, смотрите, таким образом он действительно учит вас, учится сам. И еще где-то вы в каком-то духовном союзе, только он... Ну, или с темными силами связан этот человек, или этот духовный союз темный. Или где-то 50 на 50. Что-то светлое, конечно же, есть всегда, да, даже в темном царстве есть отблески света. Но давайте посмотрим, что это за союз такой, что это за иерофант, чему он вас действительно учит и учится сам. Давайте так спросим, что это за союз и чему он вас учит. Две карты положим. Что за союз и чему учит? Что за союз? Это хороший союз или союз для улучшения. То есть он таким образом, с его точки зрения, с его хотения, не хочет ухудшить эту ситуацию. Слышите? Ну, он сам в иллюзии находится. Но тогда он под темным чем-то ходит, да? И... Что за союз? Ну, спокойный какой-то союз, чтобы вы не волновались как минимум. Он хочет таким образом положить конец волнениям, чтобы вы не волновались. То есть, по сути, он хочет навязать именно, слышите, свои некие правила, в которые вы поверите и которые примете и не будете как бы дергаться, выходить из этих отношений, как бы будучи полностью зависимы и привязаны к этому человеку. И, ну, как бы, может быть, он вам обещает там жениться или выйти замуж, условно говоря, да, но при этом ведет себя достаточно жестко. Теперь давайте спросим, нужно ли вам уходить или бежать от этой дьявольщины? Давайте спросим просто вот, нужно ли вам убегать из этого всего? Нужно ли убегать вам из этого всего? Ну, тут такое и да, и нет. Колесо фортуны, с одной стороны, может сказать да, а с другой стороны, может сказать, так тут вообще супер классно, и чего тебе убегать-то? Давайте так скажу. Нужно вам или не нужно распорядиться судьба. То есть вы сейчас не можете принимать решения. И решение по этому вопросу нужно отдать на откуп судьбе. Вот так. Ну, давайте еще, почему так судьба говорит? Или что судьба вам говорит по этому поводу? Ну, видите, здесь с одной стороны доверие и уверенность скрыто. Вы ему не доверяете и не уверены, а с другой стороны путаница и тайны. Какие-то загадки судьбы вы с этим человеком проходите. Давайте спросим, что это за загадки судьбы? Что это за загадки судьбы? Что за загадки судьбы?
Ну, давайте я сюда положу звезду. Ну, это загадки судьбы женщины. То есть, загадки судьбы, если вы женщина, это вы, ваша судьба. И это загадки судьбы вашей мамы, вашей бабушки и вашей родовой программы по матери. Ну, давайте еще уточним, что за загадки судьбы. Ну, я так могу сказать, что здесь больше что-то о роде. Это загадки судьбы рода. Здесь поддержка. Ну, вроде бы как род, может быть, вас и поддерживает здесь. Но насколько, это уже второй вопрос. Поэтому давайте пока что это загадки судьбы рода по материнской линии. Родовые программы мамины, да, дальние. Хорошо. Нужно ли что нужно вам делать? Вот идет поток. Что нужно вам делать? Ну, пока нужно сохранять эти отношения, но здесь очень многое зависит от прошлого. И это всегда карта от какого-то детства, каких-то родовых папа-мама. То есть, что нужно делать, пока как бы беречь эти отношения, но давайте уточняющую карту, может быть, наоборот все. Ну, здесь смотрите, здесь карта бедность, прямо выпадает бедность, и как будто бы башня разрушается. То есть, если вот так, то тюрьма. Вот так тюрьма, а вот так бедность. Но бедность, это от слова беда, больше это как бы такое проживание боли. Вот она у вас и есть по тройке мечей. То есть, что нужно делать в этом хаосе? Нужно пока проживать ту боль, которая где-то идет из-за родовых каких-то моментов. Есть ли здесь шанс на счастливый конец в этой истории? Давайте так спросим. Есть ли шанс на счастливый конец в этой истории? Есть ли шанс на счастливый конец? Он есть, этот шанс. Двойка жезлов, но в прошлом растут ноги этого расклада. И тут видите, как мужчина застрял в прошлом, так и вы застреваете в прошлом. В чем застрял мужчина? Давайте спросим. В чем застрял мужчина? Что держит мужчину? Ну, с одной стороны, его держит труд, работа, да, усилия, а с другой стороны, скрытые потери. То есть он что-то не может отпустить из прошлого, да, какую-то болезненную ситуацию. Ну и будете ли вы вместе? Будете ли вы вместе? Шанс такой есть. Но здесь переоценка материального. И здесь, видите, паж пентаклей уже второй выпадает. Хорошо. Что может помочь быть вам вместе? Как раз вот уточнение. Ну, здесь беспокойство и деньги. С одной стороны, беспокойство, возможно, по поводу денег должны бы, наверное, отойти в сторону. Здесь какая-то кармическая проработка, потому что очень много Сатурна. Видите, Сатурн скрытый здесь. И я так скажу, что будете ли вы вместе? Да, скорее всего, если сможете преодолеть бедность, страдания, беды и беспокойство по поводу вот этих вот дьяволов и беспокойство внутреннее ваше и внутреннее беспокойство и состояние вашего партнера, которое периодически меняется на агрессивные и достаточно жесткие, иногда может быть жестокие состояния по отношению к партнеру или по отношению к себе. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи и до встречи. Все будет добрым.